Эту небольшую собаку недавно начали часто видеть возле одной из помоек. Собака была неухоженной, стало понятно, что хозяева выбросили ее на улицу. Несколько недель люди замечали маленькое лохматое животное, которое подбегало, забирало еду и тут же исчезало. Собака совсем небольшая, по размерам как взрослая кошка, а внешне похожа на бевера. Животное вырыло себе ямку и проводило время в ней, очевидно, решив, что именно здесь и встретит свои последние минуты. Собаки также могут утратить надежду и силы, чтобы ждать. Девушка, спасшая собаку, назвала ее прибежище ямкой для смерти. Когда она только услышала о новом животном, сразу подумала, что забирать его некуда. На бесплатных передержках мест нет давно, недавно они закончились и на платных. Дома у всех волонтеров также по несколько животных, которых нужно пристроить. Несмотря на аргументы разума, сердце тянуло девушку на поиски собаки, и вскоре она уже ходила по помойке, пытаясь отыскать малышку. Собака на контакт пошла не сразу, наверное, люди не раз ее обижали. За несколько дней девушка смогла подружиться с животным. Когда девушка взяла собаку на руки, та была настолько легкой, что первое, о чем подумала волонтер, еще пара дней и собака могла навсегда остаться в своей ямке. Длинная шерсть животного плотно свалялась, не позволяя определить пол, а запах от нее стоял просто невыносимый. В клинике собачку сразу же начали приводить в порядок, ведь колтуны стягивали ее кожу, причиняя боль. После того, как стрижка была завершена, стало понятно, что перед нами мальчик, примерно 5 лет. Также мы поняли, что серьезного лечения нам не избежать. Клепика, так мы назвали собаку, отвели к ветеринару на осмотр. В первую очередь врач решил проблемы с зубами. К сожалению, для этого пришлось удалить 12 из них. Большинство зубов были гнилыми, болели и не позволяли животному нормально есть. Остальные зубы вычистили, также пёсика сразу кастрировали. Чтобы справиться с аллергией на коже, Клепику сделали несколько уколов, назначили ряд препаратов и лечебных процедур.